Всем привет! Ну что, в Эстонию наконец-то пришло наше настоящее лето. Жара спала, пришел циклон, на улице пасмурно, прохладно и моросит дождь. Самая рабочая погода, под которую я подстраиваюсь уже 8 лет. И первое, с чего хочется начать ролик, просто сказать спасибо каждому из вас. Я действительно очень благодарен за поддержку. Круто, что вся эта тема с мастерской, крафтом и изнанкой микробизнеса у нас так резонирует. Нас на канале уже больше 150 человек. Для кого-то цифра смешная, но для меня это 150 живых людей, которым реально интересно то, что здесь происходит. Вы и сами отлично помогаете каналу расти. В комментариях подкинули классные идеи по поводу упаковки изделий и оборудования. Пишите чаще, делитесь своими мыслями, я все читаю. Но сегодня как раз один из тех дней, которые случаются стабильно раз в месяц. В это раннее утро я приехал на берег не только для того, чтобы погулять, но и за делом. Собрать нужную фракцию гальки для заказов и будущих проектов. Делать это приходится именно в летние месяцы. Штормов еще нет, берег спокойный, и можно нормально отобрать камни наперед. И пока руки заняты этой простой работой, в голове начинают выстраиваться совсем другие мысли. Кстати, этот ролик вообще родился из переписки в Телеграм с подписчиком Игорем из Словении. Игорь, привет тебе огромный и успехов в твоих делах. Наш разговор как раз натолкнул меня на тему, как вообще выживать в крафте и не сойти с ума от суеты. Если зайти ко мне в соцсети, может показаться, что море для меня это просто красивая картинка для эстетики. Но правда в том, что для меня это точка тишины. Я всю жизнь проработал в шуме и бетоне родного техногенного города и местных производств. Тишина в маленьком бизнесе – это не отсутствие работы. Это отсутствие лишнего шума и паники в твоей собственной голове. Именно этот шум мешает принимать правильные решения, развивать и обдумывать идеи и без жестких мозговых штурмов, дикого стресса идти вперед. Поверьте, стресса и так предпринимателю хватает. Большинство людей вокруг застывают в одной парадигме. Работа, деньги, навязанный успешный успех. И чтобы выйти из этого беличьего колеса, нужно жестко переломить себя. Лично меня сокращение в 38 лет тогда просто переломало. Произошел кардинальный сдвиг. Я мог бы поступить как все. Найти следующую должность, купить очередной автомобиль, как тыкают мне знакомые, с которыми я все реже жажду общения. И дальше карабкаться по корпоративной лестнице. Но мозг это отторг. Все казалось искусственным и картонным. Я до сих пор общаюсь с коллегами с прошлых мест. Там лучше не стало. Никто не стал директором, никто не купил тот самый Мерседес. Все сидят в режиме ожидания и в погоне за морковкой. И я понимаю, останься я там, жил бы точно так же. И эта рабочая прогулка – это момент, когда я принадлежу сам себе, а не корпорациям, директорам или начальникам. Не ношу чужие цепи. И вы сами авторы своей жизни. И только вам решать, куда поворачивать. А поворачивать сейчас приходится круто. Вернемся к планам. Мы сейчас на финальной стадии подписания договора аренды соседнего помещения. Если окончательно устаканимся по цене, это будет огромный шаг вперед для мастерской. Под это новое пространство планируется небольшая трансформация мастерской и прокладка новых пневматических трасс. Назрела критическая необходимость покупки нового оборудования, инструмента, без которого сейчас как без воздуха. Покажу его в следующих видео. Плюс нашли тут компрессор. Работает, качает, но с ним есть небольшие технические нюансы, которые нужно решать. Сами или с помощью, но мы его дожмем. Заказов сейчас много. И они реально интересные. Помимо нашей основной рутины, вроде мебели и декора, все чаще приходят частные заказы из-за океана. Люди находят нашу мастерскую на разных платформах. Я берусь только за то, что зажигает, а несвойственные себе вещи сразу отсекаю. Чаще всего такие кастомные проекты – это работа вечера или выходного дня. Скоро покажу историю одного заказа для Марии, а по остальным кейсам пока помолчу. Нужно дождаться, пока товар доедет до заказчиков и получить от них добро на контент. Без этого нельзя. В общем, камни собраны, как и мысли, и выстроен план действий на ближайшее время. Идем дальше, но без спешки.
В тишине лучше слышно хорошие идеи. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Заходите в чат, в телегу. Подписывайтесь на канал. И до новой встречи в мастерской.